Всем привет и хороших выходных. У нас сегодня выходной, мы решили с семьей поехать погулять, попрыгать в парке с батутами. Решили взять, попробовать электромобиль от BMW. Фирма называется, которая дает машины в аренду, CarShare. Сейчас зарезервируем машину и поедем. Покажу внутри немного ее. Так странно выглядит, нету задней двери. Очень странный дизайн с использованных материалов. Если честно, немножко странно. Ездишь как будто бы на каком-то переработанном, хочется сказать, дерьме. Давай, не приходит на ум. Вот не состыкуется. Кожаный такой вот салон. Вот с таким вот дизайном. Очень странно. Ну и сама панель очень странная. Какой-то космический звездолет. А вот так открывается задняя дверь, оказывается. Для небольшой машины, в принципе, нормально место, но еще раз повторюсь, очень странный дизайн. Вот так она выглядит с открытыми дверьми. У Теслы двери поднимаются наверх, здесь открываются вот так. Тоже очень странно, если честно. Если на маленькой улице, выглядит очень странно. Ну что, поехали посмотрим, как она будет на дороге. Караул, а не машина. Бардачок. Не как нам привычный вот здесь. А вот кнопка открывается и вот бардачок. Здесь непонятно вообще, что это. Какая-то тумбочка. Перенесли вот здесь, когда люди все накидывают свои ключи, телефоны, и все перенесли это сюда. Если честно, как по мне, это будет даже отвлекать. Очень слишком, если долго ехать, будет резать глаз. Так ты сюда не фокусируешься, и у тебя полностью здесь получается панель вся чистая. Если ты здесь накидаешь и будешь ехать там, допустим, с Мюнхена в Италию 7 часов, то тебе начнет это просто бесить и раздражать. А если не ложить туда, то это просто трата места. Вроде бы мягкая и тихая. Вот мы сейчас едем, не слышно. Как она по управлению? Отвратительно. Руль очень такой твердый, скажем, не твердый, тяжело. Гидроусилитель плохо работает, и когда отпускаешь чуть-чуть газа, она сразу начинает резко тормозить, чтобы зарядить батарею назад. В простой машине отпустил газа, она едет себе по чуть-чуть, ты привык на какое расстояние, а тут она вот резко начинает тормозить сразу. Как будто кто-то нажимает на тормоз. Дергает, да, машину? Да, Я да. тоже так почувствовала. Я отпустил газ, и она начинает вот просто останавливать ее. Мне вообще не нравится. И сколько лет машине? Вот? Их давно уже выпускают. Это, я не знаю, тут всего не показывают вообще пробег. Но я думаю, это где-то года 2, наверное. Я подозреваю. Все, сразу отпустил это, она остановилась. Подлокотник откидывается. Здесь тоже место для заряда, для всего.
Очень странная машина, если честно. Вот это вот тоже непонятно. Такой спейс оставили. Непонятно для чего. Зато как электромобиль быстро разгоняется. Ну да, она вот может быть мягкая, но да, вот дергает, нету плавности у нее. Такое, как пытались сделать спорткар, но не совсем получилось. Нет, балансировали на моменте, где ты не гонишь и тебя не дергает. Странный тоже свет, небольшие ночнички. Очень странное такое, как будто бы, если честно, уже в машинах 90-х такая крутилка. Немного не современно, как по мне. И вот это радио тоже. Не совсем современно, если честно, вот как для электромобиля. Вот это тоже непонятная штука зачем-то вокруг руля. Автомобиль будущего. Ну и да, вот это вот кусок, вот этот вот торчит. Как вот здесь. Очень странно. В общем, такой у нас обзор. Сейчас остановимся, я покажу еще багажник. Если честно, взяли просто заради интереса проехаться. Выходной у нас лонг-викенд. Понедельник будет выходной из-за праздника, поэтому решили поехать всей семьей отдохнуть в одно интересное место и заодно ради интереса потестировать машину взяли ее в аренду. Get into the groove. This is Beats Radio. Места, если честно, для ног более чем предостаточно. И бывают такие машины, ты сидишь как бы полунизко, и если долго ехать, колени устают, болят. Не знаю, у меня может быть так только. Если кто-то, у кого-то так же само, поймет, о чем я говорю, то в этом случае сидушка высоковато сделана изначально, это самый минимум. Не так будут уставать колени. Идемте, я вам покажу багажник для полного обзора. Вот в нормальных машинах сейчас, в немецких, ты нажимаешь сюда, Volkswagen, по-моему, и открывается, то в этой машине все очень стрёмно. Вот такая ручка. Ну да, провод для зарядки, поскольку машина в ренте, чтобы не украли. Ну и места не очень много. Вот.
Просто провод лежит и багажничек маленький. Есть какие-то дополнительные резинки, хранить что-то, может ложить тот же провод. Такое. Ну и здесь, наверное, батарея, я так подозреваю. Не сильно в этом разбираюсь. В общем, вот такая вот машина. Ну а мы поедем дальше гулять. Повезем детей в очень интересное место. А куда мы поедем? Смотрите в следующем видео. По ссылочке сверху. Да. Так у вас сзади там шумит? Yes, sir. Наверное, из-за того, что батарея сзади находится. Лишь один из минусов электромашины BMW. Кто сидит сзади, слышит весь этот шум.